Ты не хочешь на Кайлас поехать? Я даже слова такого не слышал. Мы тут едем в наше 5-е путешествие на 5-ю гору компаний-предпринимателей. Класс! Поиграли в снежки, немножко размялись. Для нас этот проект и эти туры – способ найти вдохновение и партнеров на бизнес. И немного погрузить зрителей в контекст, кто в этом путешествии. Ну, это же какое-то паломничество. Да, это что-то такое невероятно необычное. Пойдем, задерживайся на низкой высоте. Это священная гора, и это священная гора. А горы все тучи, а горы уходят под самые тучи. Тебе сказочная страна. Вот они вот. Ну, круто, слушайте, пойдемте. Сейчас наестся человек. Раз, два, три, на меня ты посмотри. Да, привет. Мы прибыли. Так, ну что, Рустам? Начало старта, очередной старт. Приключения начинаются. Так, ты что, мы прибыли в Чэнду, да? Да. Город, столица панд. Да. И людей. И людей. Да. Привыкаем к Китаю. Сегодня вылетели ночью, прилетели уже день. Завтра выезжаем на экскурсию. Сегодня планируем съездить посмотреть панд. Потому что здесь очень много панд. Смотрите, одни панды. Нам надо увидеть их вживую. Даже если не сложно. Да, конечно. Я думаю, просто давайте помыться и без кемаль. Добро пожаловать. Вот приехал еще один участник. Еще один. Все, готовимся. Все, Готовы. готовы. Столько у меня никогда в жизни багажа с собой в жизни не было. Главное, уверенно. Ян, Привет. очень приятно. Приветствую. Ну, вся команда в сборе, можно идти. Того, чтобы у нас был вот этот подъем. Там гулять побольше. Потому что мы в любом случае мы уже прилетаем почти на 4000. Трасса на высоте там аэропорт 3700 с лишним. Мы прилетаем туда, у нас там подъем. После этого мы там гуляем, климатизируемся. То есть народ же многие первый раз находится. Наконец-то пришли наши термиты. Все готово. Не знаю, на чье имя, но это точно не я. Немножко опоздавшие и все остальные ребята. Все готово. С этим мы будем регистрироваться и лететь в Тибет. Это как мы сейчас собираем, что мы будем готовить на хот-поте. Желудочек коровы. Это желудочек баранчика. Это яйца перепелиные тоже, что вкусно. Это печеный. Ян, все хорошо. Уже здесь Китай отдал, да? Ну да. По сути, да. Сегодня был самый тяжелый день для всех. Встретить, дождаться, познакомиться, начать узнавать друг друга уже здесь. Вот. Мы с вами в Чэнду, в Китае. Это прекрасный город, мегаполис. Я надеюсь, что также у нас будет проходить спокойно, весело и хорошо все это время, как наше с вами общение, ну и так же, как наше с вами взаимодействие. И также из такой духовной программы, да, потому что Кора — это помимо путешествия, это еще и паломничество. И также по преданиям, и также по той информации, которую как передают из уст в уста, это место само по себе, оно является непростым с точки зрения энергетики, какие процессы там происходят. Интереснее чуть глубже, да, в это войти именно священное паломничество, то вот в год огненной лошади по преданию это умножается в 12 раз.
например, понизится давление, но ты такой, дай-ка еще кофе бахну, оно тебе еще взяло, и добило тебя, да, и ты просто идешь и ложишь. Общение, да, вот и поговорили. Может, роллы тоже с утра на завтра. Ты вообще как тебя? Нормально? Я взял. В Чэнду очень тихие автомобили. Из-за этого на улицах, когда пробка, мы вчера гуляли где-то в 6-7 вечера, было ощущение, что идут съемки фильма. Потому что тотальная тишина, никто не сигналит, ничего, никто не кричит, и машины не гудят. То есть очень тихо. Еще в Чэнду очень чистый город, и он один из самых старейших городов Китая. Ну и считается технологическим таким центром, центром логистики. Очень интересный развивающийся город, старинный. И сегодня мы кушаем и отправимся в Лхасу. Это высокогорный город на высоте 3660 метров, и о нем расскажу чуть позже. Ну, яки, они реально такие, знаешь, меховые, их даже хочется обнять, ты понимаешь? Брали баулы, вот здесь вот у нас лежит все необходимое для того, чтобы практически 2 недели гулять по горам. Здесь термобелье, по 5 комплектов носков, футболок, трусов и всего остального. И жить мы будем, считай, все эти 2 недели только исходя из того, что здесь есть внутри. И там очень много святынь вокруг. Мы будем все там смотреть максимально, излазим и будем акклиматизироваться, потому что высота сразу же. Здесь вот 500 метров в Чэнду, там уже 3650. И дальше мы будем находиться практически 2 недели на высоте 4-5 тысяч метров. Вылетаем! Прибыли в Лхасу. 3650. Уже есть рекомендация массировать шишечки и интенсивнее дышать, потому что уже здесь может быть начаться акклиматизация и горная болезнь, поэтому надо уже привыкать к интенсивному дыханию и к тому, что мы в горах. Welcome to Tibet. Thank you. Welcome. Thank you much. Welcome. Лхаса! Добро пожаловать! Занимаете места согласно купленным билетам. Уже, честно говоря, ощущается. Ну, по крайней мере, у меня. Все остальные говорят, что у них ничего не ощущается. Это нормально. Вот. И я уже начал дышать интенсивнее, потому что я понимаю, что надо организм все готовить. И надо пить 5 литров воды в день. Себе представляете? 5 литров воды. Мне кажется, мы на Земле 2 литра даже в день не пили, а сейчас нам нужно контролировать водный баланс, прям вливать в себя воду, и еще надо есть хорошо, потому что кушать на высоте не хочется. Нормально же, полезно же будет посмотреть тем, кто захочет на Кайлас, вот это все, болтовню, потому что здесь, когда ты это все говоришь, кажется, это все очень очевидно, но мне кажется, когда будет с экранов Ютуба смотреться, то, мне кажется, это будет очень даже полезно. Друзья, а знаете, почему вообще вот здесь вот дают вот именно белые? На которых почти не видно, что там написаны мантры. Потому что в Тибете запрещены национальные символы. И как помните, в Непале, кто был, знает, что там везде висят флажки. Да? То есть, то здесь они выдают белую, потому что им запретили использовать такие цветастые, на которых написаны мантры. Но они продолжили писать мантры, которые почти невидимы, которые слегка отражаются, но при этом они выдают белое, потому что им не запретили работать с белым. Коммунизм запретил. Как символ определенной свободы. А что такое Шамбала? Шамбала — это такое место, ну, говорят, подземелье, и они живут за счет подземной энергии, выделяемой энергии тепла. И у них там райское место, они живут там по 300 лет, или 500 лет. Но это вообще отдельная история. Это начитание. Вышли. Сан Риджес. Говорите?
И сэндвичес. Вот это вот главное, ребята. Мы прилетели, все, мы приехали, и сейчас будем отдыхать. Чаепитие по-тибетски. Только что подслушал тебя. Вчера мы ночевали на высоте 400 метров. Сейчас высота выше 3600. Сейчас он будет экспериментировать. Да. Это стыривает, не пойдет. Ты берешь? Что, держи. Ой, подожди, что, на рот открыть? Дышать ртом и носом. Подышал кислородом. Да, вот потому что мы вчера тупость совершили. Мы начали ускоряться зачем-то вчера. Не знаю, чему вчера так Побежали домой. Зачем это сделали? Просто еще разговор был такой. И мы так все хорошо. Так быстро ходить нельзя. Потому что сейчас идет церемония вручения мерча. Это очень важный момент, потому что мы эти вещи просто не брали и доверяли, так скажем, организации. И здесь у нас есть все необходимое. Это спальная футболка, лонгслив синтетика. И самое главное, то, что пользуется часто и чаще всего, это вот флис супер теплый, который будет у нас как вторая кожа. Вот. Еще также у нас идет и термосы, и кружки. Старались максимального качества все это сделать, и шапки. Все сделано максимально с любовью, с заботой и вниманию. Это не просто картинка. Здесь нарисовано то, как они считают устроен вообще мир богов там и так далее. И вы когда оденете, вы увидите, что здесь божество, как они сидят, и она картинка зацикленная получилась. То есть это вот, видите, вот этот глаз, вот эти боги сидят, вот их это минарет или как это можно назвать. И вот путь, он супер эксклюзивный, такой баф точно нигде не купишь. Такой только у вас, да, и у Майкла Джексона. Офигенный флаг, слушай. Флаг классный. Приключения начинаются. Приехали, нам сразу предложили денег. Очень гостеприимный город. Оставьте одну. Не надо много. Чки. Очень мат говорит, бро. Ну что, у нас начался путь. 500 ступенек. Сходим по Тала, будем смотреть, где молятся 200 монахов. И аккуратно ступеньки. Тоже идем, потихонечку привыкаем, потому что надо идти медленно. Ступеньки за ступенькой, уже никуда не торопимся. Ну что ж, чувствуется высота. Высота уже здесь будет 3700. Пусть все будет все хорошо в бизнесе, в семье и в голове.
Кто хочет мороженое? Есть вкусное мороженое. Внимание, внимание. Сколько штук? Так что мы сегодня выезжаем в Шигадзе. Будем ехать порядка 6 часов. И у нас сегодня будет первая остановка на высоте 4800, и мы будем там акклиматизироваться. То есть мы поднимемся на километр вверх. И здесь уже болит голова, что будет дальше. Посмотрим. У нас акклиматизационная небольшая будет прогулка часовая, а потом мы опять едем в отель. И в целом вот такой сегодня план. Together. Did you got it? Yes. Сейчас в сторону Эвереста едем, да? Сегодня мы проедем с вами через перевал Гамба. Гамба. То сегодня будет наша наивысшая точка 4800. Посмотрим по состоянию и по тому, где мы можем с вами остановиться погулять. Если даже мы там не погуляем, то мы приедем на озеро Ямдок. Это одно из самых интересных в регионе озер. Оно находится на высоте приблизительно 4600 метров. Там мы с вами погуляем. У него очень чаще всего, если ясное небо, вода изумрудного цвета. Как состояние? Состояние отлично. Прекрасно. Какие-то мысли есть? Или голова пустая? Пустая. Возможно, вы меня не узнали. Это не я. На высоте 400 все-таки солнышко так светит, что хочется укрыться максимально. И вот здесь вот, на самом деле, берет истоки предпринимательства Тибета, потому что настолько активно продавать фотографии с тибетским мастифом и с яком, это надо уметь. А мы не так часто смотрим вверх. А вверх надо почаще смотреть, так же, как и горы всегда туда устремлены. Сейчас ехали, интересно, гид сказал. И он сказал, что есть на горах изображение лестниц. И он сказал удивительную версию. В этих местах было проще монахам искать место молитвы. По ним было проще, так скажем, подниматься в виртуальную такую своеобразную шамбалу для молитвы, для медитаций. И в конце он правильно сказал, что многие забывают, что по этой лестнице как можно подняться вверх, так можно и опуститься вниз. Мы сейчас подъезжаем на высоту 4800. И наша задача будет на этой высоте немножко прогуляться. Это наша акклиматизационная точка. Вот с таким видом. И автобус нас заберет чуть ниже. Наша задача будет спуститься аккуратно и, так сказать, протестировать свои ноги, свои головы аккуратненько. На каждом из флажков изображение немножко разнится и немножечко отличается. Здесь же разрешена только одна молитва, поэтому они печатают ее на всех флажках в знак того, что они еще могут проявлять какую-то свою веру достаточно свободно, да, показывая всем. При этом используют образы с других флажков. Ну смотри, если мы подумаем про Китай, то в Китае самое большое количество католиков, например, в мире. 160 миллионов. Это только католиков. Христиан всего 360. Цвет озера синий-синий, как на Кот-де-Азуре. То есть практически азурное побережье, но в районе Тибета. Вода супер. One. Yes. How many? Мы здесь половину останемся. One. Okay. 10. 10. Ты Момо, ты Мария. Соберем. За то, что мы преодолели 4800 и нас не вырубило. Давайте за это. Впереди нас ждут новые вершины.
за нас идет. Завихрение. Как это называется? Смерч. Смерч? Так, ну что, мы на высоте 5000 метров. Для нас это был сюрприз, потому что мы думали, что максимальная высшая точка сегодня будет 4800. И мы сейчас прибыли сюда к леднику. Ледник называется Королла. Это живой ледник, самый настоящий, самый большой здесь ледник, и он карстовый, потому что с него стекают воды и образуются такие ложбины. И ледник, если присмотритесь, он весь в таких разломах. И высота пика 7000 метров. 7000 метров. Дышится здесь уже гораздо тяжелее. И, конечно, такое умиротворение, когда ты смотришь здесь на яков, как они пасутся. Тут смотришь на этот ледник. В общем, бесконечная вечность. Зачем люди ходят в горы, но когда оказываешься на высоте 5000 метров, по сути, что происходит? Ну, организму, телу становится тяжело, плохо. Он может только дышать и вспоминать о том, что нужно как-то выжить, да? И это, на самом деле, самая главная мысль, да, для того, для чего я лично хожу в город, да, осознать, что не только все фокусируется вот в области, где у нас куча мыслей, да, есть область выше мыслей, где есть вот этот созерцатель, вот этот небожитель наш внутренний, но только вот на такой высоте он начинает нам что-то говорить, но говорить без слов, а только вот своим дыханием. Друзья, ходите в горы. Горы — это прекрасно. Только здесь вы можете понять, кто вы на самом деле такой. Есть легкие приступы головной боли, но ты пытаешься окунуться, погрузиться вовнутрь себя и поговорить со своим организмом, что все хорошо, все находится под контролем. Это прекрасная работа над собой, именно в горах. Слушай, я вчера сходила на массаж. Девчонка маленькая, худая, но, боже, какие у нее сильные руки. Я думала, она убьет меня там. Мне приходилось ее останавливать, потому что она просто жесткая. Этим барабан и молитва читается. Находимся в самом святая святых храме буддиста. Считается, что здесь скапливается колоссальная энергия, и здесь ее нужно озвучивать. И таких кадров просто вообще никогда не увидеть и нигде. Это просто мурашки по коже. Это монастырь, который был построен в 1426 году. Это уникальное место, объединяющее 4 религии буддизма, направления основные. То есть здесь могли молиться каждый буддист каждого направления без разницы, что он исповедовал, в какого Будду верил. Завораживает энергию. Очень не хочешь, а поверишь вот в это во все. Храм 4 буддийских направлений, 4 религий. Вау. Чуть-чуть на 5000 чуть голова шевела, а так спустились, какой-то классный монастырь. Чувствуешь промоленное место, приятно. Очень здорово. Да, есть ощущение успокоения внутри. Мы сейчас находимся внутри ступы. Это одна из самых крупных и больших ступ. Ступа — это как антенна, получается, и ты можешь зайти и отправить свое сообщение по вселенной. Мы находимся рядом со ступой, и здесь действительно какое-то особенное ощущение, потому что все эти звуки переплетаются во что-то такое очень цельное, органичное. И чувствуешь себя здесь по-настоящему спокойным. Никуда не хочется торопиться. Доехали до Фэгадзе. Это второй город по величине в Тибете. И мы сейчас тут с ребятами планируем поужинать как следует. Ехали мы долго. Даже успели заехать на высоту 5000 метров. А завтра у нас будет ночевка
в базовом лагере Эвереста. А еще сегодня у нас, по сути, такой крайний день, когда мы можем нормально помыться в душе. Я 3 звезд, я вам скажу, сударь, это достойно вообще. Че, лишь так все делают. Я вам так скажу. Так далеко я еще не забирался. 5200, Эверест. Через 7-8 часов мы уже будем очень высоко. Собираемся выезжать в базовый лагерь Эвереста. У нас сегодня будет очень длинный маршрут. Постараемся без остановок. У нас задача, чтобы все поместилось вот в один рюкзак. Теперь каждый берет палки, поучимся походить. И это моя первая ночевка на высоте 5200, 5300 будет. Будем наблюдать за звездами, а может быть и выспимся. Посмотрим. Думаю, что все пройдет замечательно. Все подготовились. Вчера прошли мы акклиматизацию на высоте 5:20, по-моему. Вот настроение хорошее, боевое. До встречи в базовом лагере Эверест. Группа выходит вовремя, первый раз. Нас за 3 дня пути дисциплинировали. Вот до выезда осталось 1 минута, и все уже стоят на улице, одетые и готовые. То есть прогресс налицо. Сегодня едем на Эверест впервые в жизни. Будем на Эвересте, представляете, какие эмоции. И мы ничего не забыли, потому что нам на Эвересте ничего не надо. На Эвересте нужны только глаза, уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть. До Шанхая 5000 километров. Зачем нам эта информация не нужна? Сколько до Москвы? Сколько до Москвы? Ну давай десятку. 4900. 4900. Я был ближе, пятерку. Мини-мандаринки. Очень маленькие. Сейчас попробуем, какие на вкус. Очень вкусные и очень сладкие. А теперь 8. 8. Так, давайте до следующего. Вот здесь, ладно. Все, смотри, перестали шуметь. Мои ощущения сложно передать одним предложением, потому что здесь все вместе и одновременно удивление и ожидание чего-то совершенно нового, и также накапливающаяся усталость, потому что здесь, когда ты стоишь на месте, такое чувство, что ты уже тренируешься. У меня, походу, горняшка и такая эйфория. Вот. Но чувствую себя хорошо, и самое главное теперь дышать. Перевал 5200. А вчера было 5100, было тяжело, 5200 уже легко. Срывается снег. Заезжаем, я понимаю, в национальный парк, в котором находится Эверест. Погода, в принципе, супер. Солнышко посветило. Да, я даже без подштанника. Сегодня я поднялся на самую высокую вершину физическую в своей жизни. Мне вот сегодня наш провожатый сказал, ходил больше 100 раз в горы и говорит, что порой горы затираются и не всегда видишь красоту. Поэтому будем ценить такие моменты. Стоит ценить все моменты, чтобы они не затирались, потому что они вокруг нас. Каждый момент, каждой секундой. Я все путешествие любуюсь, восхищаюсь. Я пока не знаю, как можно, чтобы это затерлось. Сейчас будет торговаться. Смотрите, здесь в разломах раньше на Эвересте здесь была вода. И плавали вот такие рыбки. Вот сколько это миллионов лет назад. Я хочу привезти домой, в рамку это все поставлю. Если, конечно, сейчас торгуемся. Вот у нас Ростислав профессионал. Витаю. Техническая остановка. Эй! Вот где энергия? Мы добрались! Да. О, это путь был не близкий вообще. Ну что, мы на 5300, это наш первый выход. С палочками будем учиться ходить. Многие, кто здесь первый раз вообще, видят и понимают, как нужно с ними ходить. Погода очень ветреная. Ощущение, что тебя продувает. У меня вот в огромных теплых перчатках кончики пальцев уже прямо онемели.
И мы еще даже не там. Представьте, если здесь какой ветер там. И за нами, ровно за нами, вот это Эверест. Представляете? Какой сейчас там ветер? По-любому все, кто там сейчас сидят в базовом лагере, они пережидают непогоду. 8 утра, 7 мая. Мы сегодня ночевали на высоте 5300 на базовом лагере Эвереста. И у всех болела голова, но мы справились с этим. Первый день коры у нас начнется там с высоты 4500 метров. А сейчас мы решили посетить Ронгбу. Это монастырь, самый высокогорный монастырь, находящийся на высоте выше, чем 5000 метров, да, 5200, 5300, вот он. Там он действующий, там до сих пор молятся монахи, и считается, что по их вере, чем тяжелее для монаха условия медитации, проживания, тем ближе он к нирване. И вот поэтому они забираются в столь высокие дали. И вот мы сейчас туда идем на прогулку. Всем доброго утра. Эти барабаны, на них молитва написана, и считается, когда ты крутишь барабан, молитва читается. Монахи всегда ходили и посещали места, и где они чувствовали, что откуда-то исходит энергия, они могли сказать, что в этом месте должна стоять ступа или должен быть основан храм. Ну что, мы посетили храм, монастырь 7 века, и, конечно, понимаешь, что это все об энергии. И нету энергии плохой или хорошей, это просто вся энергия. И вот боги, да, выполняющие, топчущие людей, варящие в котле глаза, уши, сердца. Это тоже часть мира и часть энергии. И это тоже должно быть. Мы просто повторяем за оператором. Это его движение. Вначале он показал так, потом мы показали так, потом началось вот так. Туда, сюда. Она вот там уже все. Заехала. Там белый мешок, если возьмете, белый возьму. Вы реально легли в 10? Да. Это очень плохо. Нет, Оля похрапал. Мы в 10 легли, я похрапал 10-20. Это невероятно. Так, ну что, мы находимся в городе Сага на высоте 4600 метров. Вот. И у нас выпал снег. С одной стороны, это очень красиво, чудесная новогодняя погода. Но, с другой стороны, Кора на данный момент перекрыта. Выходы запрещены, и все, кто туда пришли, чтобы ее обойти, просто сидят и ждут удобного времени. Мы посмотрели по прогнозу погоды. Получается так, что к моменту, как мы туда приедем, к завтрашнему дню, там должно перестать быть облачно, перестать падать снег, и Кору должны открыть. Но пока что Кора закрыта, и мы едем туда в ожидании того, что произойдет чудо. На самом деле Кору откроют, и мы сможем ее сделать, совершить Кору. Чувствуем себя хорошо, команда вся акклиматизировалась, и со следующего дня мы уже будем жить в более таких условиях, палаточных и так далее. Сегодня у нас 8 мая 2026 года. А 8 мая 2024 года я шел на базу лагеря Эвереста со стороны Непала. И вот даже есть фотографии. Вот. 8 мая 2024 года. Яки. Ну, кстати, здесь очень похоже, только мы теперь с другой стороны. Мы сейчас со стороны Тибета, со стороны Китая. О, точно, давайте. Мандаринки не рождаются, то от мандаринки. Да, от апельсинки. По-другому. У тебя какой-то грейпфрут вообще получается. Осталось 8 часов до Кайлаша. Еще 8 часов. Давай, Оля. О, нормально ты попал. Так, только не в камеру. Класс. Поиграли в снежки. Немножко размялись. Посмотри, какая красота. Это просто невероятно. Наблюдатель. Мы готовы. Вот это наш 5-звездочный отель.
Это 4 звездочки. Мы как бы ценим комфорт, если вы понимаете, о чем я. Пойдемте, у нас, знаете, MTV Cribs. Где Куда девочки, все идут? где мальчики? Мэн лево, вумен вправо. Ты действительно хочешь это заснять? Спустя 8 часов езды мы останавливаемся, у нас крайняя точка. И мы видим Кайлас. Вон он виднеется, это огромная такая пирамида. Представляю, что будет, когда мы подъедем туда поближе. Уже видим огромное количество поклонников, которые поклоняются уже прямо вот здесь и совершают вот этот поклон. И у меня тоже одна из таких идей и целей, мне мама так посоветовала сделать. Говорит, когда приедешь к горе, наклонись, сними обувь, поклонись и коснись лбом земли. И попроси Кайлас, чтобы он пустил и был к нам добр. И вот сейчас вот мы подъезжаем, и погода прям на глазах улучшается, снега становится все меньше, потому что буквально вчера температура достигала там минус 25 градусов. К тому моменту, как мы приедем, там уже должно быть около минус 5. Это уже нормально. Так, ну что, город Дардчен. Это последняя точка перед Корой на гору Кайлас. Ее здесь отлично видно. У нас шикарная погода, это отличные новости, потому что до этого были тучи, и тучи сейчас ушли. И мы буквально завтра уже выходим. Добирались мы сюда порядка 10 часов в общей сложности. Вот сейчас у нас время выспаться, отдохнуть, сходить в душ. Ну а завтра мы уже рано с утра будем выходить, начинать делать кору вокруг Кайлас. Ну что, начнем небольшой рум-тур. Мы заселились в отель. Вода, все есть, все работает. Это не палатка, да, что удобно. На высоте 4700, да. То есть, туалет, душ и даже стиральная машина. Вот здесь можно постирать носки, трусы и все, что у вас накопилось за неделю, пока вы ехали до этого города. А у нас это составило как раз около недели. Это все наши тут баулы. Вот, и такой столик с чайком, где можно посидеть и написать в блокнот свои мысли, которые приходят в голову. Кору, потому что на Кору мы выходим уже завтра, и у нас будут более аскетичные условия жизни. Нам сказали, что где-то мы даже будем спать все вместе в одной палатке. Человек на работе, на вечной работе. Выходим в бургерную, кушать бургеры. Вы где? Мы вот все здесь. В общем, мы поняли. Выбираем между китайской едой и какой-нибудь нормальной едой. Мы выбираем это. Да. Вот смотрите, острый куриный. Примите, пожалуйста. Ну как, разобрались, что нам надо завтра вещи поделить на 3 разные категории. То есть первая категория вещей — это то, что у нас остается здесь. Мы это с вами собираем, можно собрать отдельно в пакеты, да, дополнительно. Вот. И это будет в автобусе до нашего возвращения. Второе — это большие баулы, которые нам необходимо будет взять с собой. Ну и третье — это то, что нам нужно на 1 день завтрашнего перехода. На целый день одеваемся так, чтобы было слегка прохладно при выходе. То есть вы можете выйти, почувствовать себя как бы прохладно, значит вам хорошо, значит так и должно быть. Когда вы будете идти, вы согреетесь. Обязательно солнцезащитный крем, обязательно помадку. Не забываем, губы очень сильно обгорают. 300 человек в одном зале, да? В комнатах обычно до 6 человек. Но, если мы не успеем, мы будем спать в комнате, в которой будет 20 человек. Ты знаешь, что такое 20 человек в одном зале, которые устали и шли? Это типа мармелада. Так, перевала. Корзинки. Так. У тебя команды большие? Да, но если нет, то я все это украл. Непонятный город возле Кайласа. Китай, высота 400-700. Казанский чак-чак. Всем с Казани привет. Кого-нибудь взять тибетского чак-чака? О-хо-хо! Привез вам подарочки. Зимой и летом стройно у Кайласа была. О, хороший стишок, давай. Давай. Любой подарок мой будет? Любой. Выбирай. Семечки. Смотри, надвигается какая. Точно. Давай все вместе дунем, и она уйдет к этой женской части. Я подули. Я хочу в этот момент остановиться и прожить эти 2 дня как можно медленнее, чтобы получить максимальное удовольствие. Зная, что Кайлас настолько могущественная гора, загадать
как можно больше желаний, и даже не желаний, а целей, попросить Кайлас, чтобы эти желания быстрее и лучше сбывались. Но я думаю, что Кайлас — это трипл, или сколько у нас, год коня в 12 раз мощнее. Отдам ему ту энергию, которая есть у меня, чтобы получить от него ту энергию, которая есть у него. Я попрошу смирения, принятия. Я хочу, чтобы это было не только для меня, а для всех людей, которые меня окружают. И чтобы это приумножалось и только становилось больше. Ну, на самом деле, какое-то волшебство, что вообще группа собралась. Потому что, когда мы начали изучать про Кайлас, многие вообще даже и не слышали ни разу про такую вершину. Я точно поклонюсь ему, встану на колени и скажу спасибо, что ты меня позвал. Когда я увижу всю красоту Кайласа, я обязательно поблагодарю за эту возможность, за возможность проведения этого прекрасного времени с такими людьми. Просто поблагодарю ее за то, что она нас приняла. Я надеюсь. Увижу гору и скажу, благодарность выражу горе, что она меня приняла. Поклонюсь, улыбнусь миру, горе и пойду дальше. Я скажу все, что у меня внутри. Мне хочется поговорить, условно говоря, один на один. Поделиться своими мыслями, своими переживаниями. Если бы я могла взять с собой одно чувство, я бы взяла с собой спокойствие. Поэтому очень хочется благости, радости и, конечно же, счастья и любви. И я думаю, что такие места энергетически сильные, они усиливают мысли об этом, знания об этом, чувства о божественной любви, а также усиливают, точат на наш разум, как топор, точат наше сердце, чтобы оно, как антенна, устремлялось вверх, на высшие смыслы и на высшую цель, которую мы преследуем в этой жизни. Надеюсь, что Кайлас и Тибет в этом поможет. Скажем так, есть ряд мыслей, которые пришли с неожиданной стороны, которые, скорее всего, что-то поменяют. И в целом сейчас такой у меня, наверное, жизненный цикл, который уже что-то меняет. Поэтому Кайлас, наверное, станет отправной точкой для меня, который приведет к тем, наверное, неизбежным изменениям, которых я ходил вокруг да около последнее время. Ну что, 9 мая. Наши баулы упакованы, и сегодня мы будем ночевать уже на Кайласе. Это первая ночь в горах, и мы к ней готовы. У нас небольшая сейчас потасовка, потому что наши портеры говорят, что у нас слишком тяжелые баулы, хотя мы вон сколько вещей уже выложили и выкладывали их каждый раз при отелях. У нас полупустые баулы по сравнению с тем, что у нас было на Килиманджаро, на базовом лагере Эвереста. С собой взяли чилбоксы, надувные печеньки, потому что давление, да? Обязательно Кока-Кола. Обязательно яблочко. Что еще рассказать? Погода сегодня отличная, не облачко, солнышко, поэтому за место шапок оденем панаму. Ну да, как хочешь там. Мы готовы. Перекус. Обратной дороги. Палочки. Какого боевых клич? Горняшка, ребята, горняшка. Утренняя. Пойдем! Не задерживайся на низкой высоте. Нас ждут большие дела. Группа счастливчиков. Мы сейчас... Да. Все, чтобы ты понимал, вот этот пакетик с молитвами, это все, что у них есть. И наши рюкзаки, посмотри еще. Самое интересное, что есть шанс, что эти люди, они будут с нами ночевать в одном спальнике. Есть риск. Когда есть шанс, значит, человек этого хочет. Да, я хочу погрузиться полностью в это дело. Итак, мы находимся на стартовой точке нашей коры. Позади меня находится священная гора Кайлас. И, как вы видите, здесь огромное количество молитв. И самое главное, перед восхождением поклонитесь. И если хотите, можете разуться, чтобы у вас была связь с землей. И можете прочитать следующую мантру. Она довольно-таки простая. О, священная гора Кайлас, благослови меня на этот путь и дай мне сил совершить эту священную кору. Ом намах шивая. Потом поклонитесь, коснитесь лбом земли и пожелайте еще внутри себя, чтобы гора была к вам снисходительна. И будьте только здесь на горе с благими намерениями, потому что место на самом деле очень сильное.
Ну а мы начинаем Кору. Мы находимся перед воротами Кайласа. Это первая башня, это вторая башня. Мы входим по версии в священную город Кайлас, который якобы находится внутри самой скалы. Очень необычно смотреть. Кто-то ползает, приходя сюда, давая простирание, так называя. Кто-то едет на осликах, кто-то, как мы, идем, кто-то едет на джипах. Но каждый делает свой путь. И, как и в жизни, у каждого разный путь, каждый по-разному к нему относится. Здесь же не про то, что есть возможность ехать на машине или идти пешком, или нужно простираться. Здесь про веру в собственные силы. Мы видели, как человек одноногий, который просто не то, что идет, а простирается с рюкзаком, и пересекает эти же ворота, этот же путь. То недавно умылись в реке, священной реки Кайласа. Сейчас проходим священные ворота и все проходим своими ножками. Так же, как и свой путь, он у каждого тяжел, у каждого индивидуален. И каждый мы выбираем, каждому по вере, каждому по заслугам. Пришли на Кайлас, поставили свои маленькие храмы. Все, вижу интересные моменты простирания. Очень много верующих, у них везде на углу и щеки, они простирают, они прям ложатся прям головой в эту пыль. И на углу у них прям остается, и чем дольше идут, чем явнее определенные следы этого. Духом реально пропитывается огромным. Здесь люди по-другому говорят, по-другому выглядят. Некоторых детей прям несут младенцами. Я видел, как трое укутывают одного младенца, чтобы его донести. Так, мы прошли уже 18 километров, остановились отдохнуть и выпить замечательного горного напитка Кока-Кола. Кока-Кола, где деньги за контракт? Так, ну что, мы добрались до первой точки. Точка наша называется «Северное лицо Кайласа». Мы на северном склоне Кайласа! Это у нас Гуэст-хаус, мы прошли 20 километров пути. Завтра нас ожидает уже 22. Ожидается перевал 5600 высота. А сейчас мы где-то на пятерочке. Вон, у нас сейчас будут прекрасные номера, я уверен. Жарковато, конечно. Но это лучше, чем холодно. И, как сказал наш гид, we are lucky. Yeah? We are lucky? If you think. My question is, who is the richest person in the world? Кто самый богатый в мире? Самый богатый? No? With family, with daughter, with son. Вот. Absolutely wrong. No. What is the meditation? Awareness. From my point of view, richest person is the person who's satisfied with what you have, what she has. Самый completely different view. Самый богатый человек — это тот, кто наслаждается тем от того, что у него есть. No. Yes. Дальше. Yeah. Еще одна ночь на Коре Кайлас, и потом мы будем финалить. Сижу сейчас с таким прекрасным видом и столько мыслей разных интересных, что это же Тибет, сказочная страна. Говорят, здесь где-то Рерих нашел, Шамбалу нашел. Вот. А возможно, и мы найдем, а возможно, мы где-то ее и видели. Такие горы, кажется, как будто она прям смотрит на тебя вот этими глазами. Вот видите, лики у Кайласа есть. У нас сегодня будет самая высокая точка нашей экспедиции. Это 5600, перевал Дормала. Вот. И нам до него идти сегодня 22 километра пешком, никаких автобусов. И темп сегодня будет максимально релакс. На крыластике. Сфоткаешь меня? Доброе утро. Сегодня Кора.
прошли, в общем, первые 200 метров набора высоты. Сейчас высота 5200. И сейчас будет наш долгожданный завтрак. Вот, и говорят, здесь вкусный чай с солью. Но радует, что уже первые 200 метров набрали. Дальше должно быть проще. Солнышко выглянуло. Будет потеплее, потому что было прохладно, конечно. Чтобы вы понимали, это не то, что VVVIP, это ультра VVVIP такая ласа. И это супер элитная столовка. С музыкой. С музыкой? Вы мне мои вещи посмотрите. Так, мы 5400 сделали. Такой был очень серьезный подъем, очень похожий чем-то на вот Арарат, вот где ты идешь по камням, прям тяжело. А сейчас у нас осталось 200 метров. И они будут, надеюсь, пологими. Вот. И все, и после этого перевал. В целом, да, кайфуем. Погода отличная, солнышко светит. Посмотрите, люди поднимаются, как муравьишки в муравейник со стороны. Еле-еле видно. И я тоже муравей. Честно говоря, очень. Такими штуками точно. Да. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Да, отдыхаем вообще. Ну давайте. Очень странно. Организм себя ведет. Каких-то два голоса играют внутри. Один говорит, вот бы сейчас, как ты видишь, людей поднимаются на перевал на 5600. И один говорит, вот бы сейчас там оказаться. Вот, а другой говорит наоборот. Пройти самому этот путь, получить какое-то удовольствие и погрузиться в свои мысли. Очень важно оставаться в полном, прозрачном сознании. А горы все круче. А горы уходят под самые тучи. Идем наверх. Состояние отличное. Разум чистый. Чуть-чуть. Вперед. Это просто невероятно. Помните, как в детстве говорили? Донеси меня на ручках-то вверху. Это будет дорого стоить. Мне дорого стоить. Здорово. 5620 высота – это самая высокая точка, где я когда-либо был. И намерение было, что пройти этот путь не ради гордости, а ради очищения, оставить какие-то такие вещи, которые не слишком нужны были. И будет ясность ума, здоровье, и чтобы все, что получил я от этой коры, оно не осталось только ради меня. Думаю, большинство из нас, они пришли не для того, чтобы там брать силу, а наоборот поклониться. Скажи, отстань от меня, Олег. Отстань от меня, Олег. Это все, да? Это все. В любом случае дошла. Поздравляю тебя, ты молодец. Молодец. Первые твои 5630. Мы на вершине, перевал 5630, Дормала. Это считается вершиной нашего путешествия, нашей коры. Дальше мы будем снижать только высоту. Вот. И это наша пока половина пути. Мы на перевале Дормала. 5630! Ура! То есть мы прошли где-то 11 километров из 22. Теперь не менее сложный будет спуск. Ну, слава богу, все добрались. Никого горняшка не съела. Наслаждаемся солнышком, прекрасным синим небом. Спасибо большое Кайласу, что пустил нас. Таким видом подышать, а? Мы сейчас проходим очень знаковое место после привала. Считается, когда ты прошел привал и прошел топор,
именно топор. Посмотрите. Это значит, что все, что у тебя было до 7 колена, у тебя, у твоих родственников, у мамы, у папы, обрубается. И как только мы переходим вот эту полоску, дальше уже начинается новая жизнь с чистой кармой. Так нам рассказывали по преданию тибетские историки, кто это изучает. Дальше идет озеро. Это озеро женской энергии. Написано, там можно просить все, что вы хотите от своей жены. Снисходительность, любила вас, в конце концов. Вот такие сказочные места мы проходим. Тибет — сказочная страна. Ну что, спускаться мне понравилось больше, чем подниматься, по двум причинам. Во-первых, спускаться все-таки легче, а во-вторых, гораздо интенсивнее ходьба, а я люблю это больше. Виды вокруг просто завораживают. Единственное, что приходится очень много смотреть под ноги ради безопасности, и это минус, а хочется только вокруг. И такое сейчас ощущение умиротворения, что хочется им насладиться и наоборот не бежать, а наоборот вот максимально прожить вот этот момент спокойствия и просто какого-то уединения с самим собой внутри. Так, ну что, ребята, давайте я расскажу нашу историю. Мы же предприниматели, да, мы не можем сидеть спокойно на месте. И у всех за один день завоняли и все остальное, и всем надо было их помыть срочно. Поэтому завтрашнюю 3-часовую прогулку до финиша мы отменили и променяли на стрёмный отель 5-звездочный. Но зато завтра поедем на озера. Вот такая вот история. Я, конечно, этим недоволен. Я за то, чтобы мы, конечно, всей группой дошли. Но предприниматели решили так, что лучше доплатить еще до один отель. Ребята еще заплатят экстра. И за завтрашний день заплатят экстра. Ну что, предприниматели любят платить экстра. Достигли высоты. Прошли сейчас быстро, сделали. Второй, духовно. Просветились, книжки послушали, историю приготовились, духовная есть история. Третья, религию, побывали в храмах, тоже достигли. Значит, 4-я история, это мы оставили, топор разрезал. Топор разрезал, все, сделано, все, точка. Вот. Мне бы хотелось бы увидеть вот этих людей, которые делают там предпоследний вот этот нырок, который они делают, простирание. Просто посмотреть их в лицо и глаза. Мне кажется, просто там такая воля. Сейчас мы уезжаем и загадываем последнее желание, которое нам поможет реализовать гора. Это мой задача. 8 миллиардов проектов. Красивый. Всех окончанием горы. Да, всех с окончанием горы. Галочку поставили. Гору Казани Манасарвара считается. На маленький видели, тоже гору шли. Смотри, вау! Ты видел, они едят мертвечин, огромные птицы. Да. Грифоны. Тибет такой. После прохождения всех этих священных мест ты вообще думаешь, вот как ты будешь жить дальше, как на тебя повлияет это, надолго ли останется вот это с тобой состояние медитативное, надолго ли у тебя останется состояние вот этой чистоты, потому что было вчера состояние такое полное обнуление. Я вчера, когда ложился спать, мне довольно-таки редко вообще снятся сны. Когда уже у Антона зазвенел будильник, я уже такой просыпался, и у меня как будто все небо в таких узорах
узорах, как в монашеских храмах, вот таких много-много-много таких узоров. Я думаю, вау, как красиво, хочется это дорисовать. Я проснулся, и вот одна из идей, когда приеду домой, возьму холст и нарисую вот эти узоры, которые мне привиделись вот в этом последнем сне, когда я просыпался. Как говорится, заключительная часть хоры – это посещение того озера, где мы были. Вот. И как только мы выехали с этого озера, у меня обновился телефон. Абсолютно полностью. Он в таком режиме честно находится. Интересно, я сейчас сижу и думаю, самое важное видео, которое я отправлял семейных. Вот. И последнее видео, когда я отправил, это жене отправляю, говорю, ну все, мы закончили хору, мы сейчас находимся на вот этом озере, выезжаем отсюда. Я телефон положил в карман, потом думаю, дай-ка я включу его, послушаю книжку, и он мне просто вырубился. Хора помогает быть в состоянии покоя. Мы сейчас выехали из города Сага, едем в сторону дома. Завтра будем в Лхасе. В общем, мы преодолеваем 3000 километров. Любуемся озерами, далями, этими местами, горами. Слушаем фильмы про Тибет, про разные загадочные Точно что-то есть. тибетские сказки, про Шамбалу. Наслаждаемся этим умиротворением после горы. Все сидят в своих мыслях. Хотим еще затариться разными браслетиками, сувенирчиками. В Лхасе тоже сделаем это обязательно. Ты сюда, Скаля, как ты? Че, глухой, что ли? Смотри тогда на меня смотри. Ты... Здравствуйте, уважаемые подписчики, приветствуем вас на традиционных танцах народа Тибета. Теперь вот для этого я и звал его, вот его. Так, мы сейчас один из финальных дней. Мы приехали в Пачалама. Очень похоже на монастырский храм в Лхасе. Такая же примерно инфраструктура, да, постройку мы видим, примерно такую же монументальную, да, все. Одно из святейших мест. Сегодня будем гулять здесь, все изучать, смотреть. Тоже одна из святынь Тибета. Честно говоря, не знаю, что это за сорт деревьев таких, но каждому дереву не меньше 1000 лет. Здесь вот есть такие таблички установлены. Дерево 354 года, то, что вы понимали, да? Дерево почти 2000 лет. И представляете, какое хранилище информации. Если бы у человека было понимание, как можно было черпать информацию от дерева, то это было бы круче любой библиотеки или аудиокниги, да? Успокаивает человека, нервность уходит. Ну, я, если честно, чувствовал это еще и до этой информации. Я очень люблю гулять в лесу. И вообще у меня с деревьями какая-то отдельная близость. Мне вот очень нравится. Обниму сейчас и пойдем дальше. Пускай растет старичок. Так, а сейчас мы видим ступы. И они делают обход. Вот это как мы делали кору. Они также делают обход по часовой стрелке. Заходим в Святую Святых. Непосредственно в сам храм вовнутрь. И обязательно, когда заходишь, нужно быть в позитивном настрое и стукнуть один раз вот этот колокольчик именно правой рукой. Не левой, именно правой. Вот, и я сейчас тоже правой рукой. Все. Отлично. Вау. Что, мы только что побывали и посмотрели на
наверное, 20-метровую статую Будды. И самое интересное, что все основание покрыто медью. То есть мы знаем, что медь — это очень сильный проводник. Медь усиливает сигналы. У меня вообще ощущение, что мы находились внутри огромной антенны. И пока мы шли, там бесконечно идет нескончаемая молитва. Да? То есть в Тибете монах сменяет одного за другого, и молитва не прекращается. Как и в любом святом месте, есть святые источники. И здесь они тоже обязательно есть. Мы обязательно омываем четки свои. Обязательно. Так, и сами тоже омываем. А еще тибетцы верят в то, что золото не может носить человек, который думает негативно. Потому что золото, оно усиливает любой сигнал, оно не выбирает плюс или минус, оно усиливает сигнал. Если человек все время в стрессе, в негативе, с негативными мыслями, думает плохо о других людей, желает плохо другим людям, то золото только это усиливает. Вообще, гуляя по Тибету, я понял, что очень сильно важно, какое у тебя намерение. Да? То есть очень сильно важно контролировать не то чтобы мысли, а контролировать намерение. И считалось, что в Тибете и вообще монахи золото давали только тем, кто просвещенные. То есть золото могли носить только монахи высшего уровня и святые люди. Везде мы видим символы вот такие, да? Образ на шишковидной железы. И во многих храмах она присутствует в разных изображениях. Да? Шишковидная железа — это то, что есть у нас в мозгу, и то, что усиливает сигнал при медитации. Вообще говорят, шишковидная железа, ее размер влияет на твои сверхспособности. Да? То есть можешь ли ты медитировать, левитировать, и, там, проникать в какие-то другие измерения, миры, там, тонкие материи. И говорят, у людей, у которых развита шишковидная железа, им гораздо проще даются вот такие прорицательские, да, способности. Они могут видеть будущее, они могут узнавать, уходить в глубокие трансы. Как мы знаем, лотос символизирует то, что можно быть идеальным в неидеальном мире, потому что лотос растет обычно в болоте, да, где грязь. Он идеальный цветок. Одно из поверий, да, что у бога Вишны из пупка растет лотос, а внутри лотоса сидит Брахма, который лепит, как пирожки, разные миры, галактики, планеты. Он именно сидит в цветке лотоса. А Брахма, как мы знаем, да, бог, который лепит эти миры, а Вишну в этот момент спит. И эти миры лепятся во сне бога Вишну. Что после посещения определенного, да, еще очередного монастыря, понимаешь, насколько важно намерение, да? Ты видишь зло, например, на картинке нарисовано, как какое-то божество давит человеческие головы. И ты относишься, думаешь, что, наверное, это плохое какое-то божество. Но ты не знаешь намерения этого божества. Может быть, оно спасает души грешников, да, и грешники, пройдя через путь, да, где им там раздавливают головы, может быть, следующий этап у них будет лучше, да, и очень важно понимать, ты видишь человека с негативом, ты не знаешь его путь, и тебе не нужно входить в эту вибрацию и как-то его осуждать. Немножко хочу рассказать про вообще, что такое Reglit Travel, потому что если ты смотришь этот фильм про Тибет, ты часто видишь логотип Reglit Travel, и почему мы отличаемся от других компаний чем. Во-первых, Reglit — это путешествие для предпринимателей. Мы стараемся сделать чуть выше уровень комфорта. Во-вторых, мы делаем фильм, и у нас намерение у этого фильма такое, чтобы этот фильм остался с вами на всю жизнь, и его будут смотреть ваши дети, внуки, вы будете уже старичком, вы будете там под 100 лет, и вы будете смотреть, как вы путешествовали, и ваше намерение будет отражаться в ваших детях, в ваших внуках. Это тоже такое благое намерение. И, наверное, третье, самое основное, мы выбираем необычные места. И это не путешествие на Мальдивы, на яхте под парусом, где ты неделю, по сути, плывешь по морю. Это путешествие с огромным количеством посещений разных храмов. Это горы, это интересные, необычные места, в которые люди редко ездят. И мы будем и дальше продолжать совершенствовать наши фильмы, будем искать более интересные, загадочные места. Мы иногда их чередуем, более сложные, с более такими легкими. Следующий наш тур, например, он тоже считается святая гора Фудзи. Потом мы планируем, в 27 году мы планируем Эльбрус, и в 27 году мы также планируем Монблан. Бог даст, туда тоже съездим.
Поэтому присоединяйтесь, если вы хотите изучать, познакомиться. Вы можете написать мне в личном Инстаграм, либо зайти на Инстаграм Regalit Travel, или в Ютубе посмотрите эти наши фильмы. У нас уже порядка 5 фильмов. Такие фильмы, как «Килиманджаро», Танзания, «Базовый лагерь Эвереста». Мы недавно были на Арарат. Это тоже очень интересная гора, и было непростое экстремальное путешествие, я бы даже сказал. Все фильмы и все ссылки на эти фильмы будут под описанием к этому ролику. Классики говорят, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Прекрасного вам дня. Правда, у нас сегодня последний вечер в Тибете. Да. Вот так давайте называть. И мы вот так вкусно завершаем. Просто невероятно. В первую очередь хотелось бы, наверное, начать со слов благодарности команде Regalit, все, кто участвовали, Ростислав, Денис, Антон, спасибо вам за организацию. Знаем, что Китай страна она очень непростая, она сложная. Спасибо вам за то, что продолжаете влюблять меня в горы. Наверное, с сожалением могу сказать, что оно так быстро закончилось. С вами приятно было проводить время. Теплые, отзывчивые люди, добрые, самое главное. И в горах очень важно коллектив, с кем ты идешь, да? В период ни от кого не почувствовал никакого негатива. Я вот Денису рассказывал, когда мы поднялись голодный на 5200, да, зашли в кафе, Антон начал танцевать, Денис начал что-то тоже шутить. Мне это максимально просто раздражало настолько. Классно, что, наверное, мне было единственному настолько плохо. Я на вас всех смотрю, думаю, блин, почему же мне так плохо, а вам всем хорошо, вроде, да? Никто не давал вот этих вот каких-то эмоций. Думаю, нет, значит, мне тоже должно быть хорошо, но это не сработало, честно. Горы, они объединяют. Я думаю, что чем чаще мы будем ходить, тем... Это самый лучший нетворк для меня. Вот это самый лучший нетворк, который я для себя открыл. Все закрутилось, я в этот же день говорю, все, Монблан отменяется, и мы летим на Кайлас. Антон говорит, а кто на Кайлас поедет? Это же даже не гора. И потом мы начали изучать, и потом оказалось, что это не гора, это гораздо круче. Это священная гора, и это священная кора, священный обход. Это совершенно не похоже на все, где я был. Начала набираться группа. И мне было важно, чтобы в этой группе был кто-то, кого я уже знаю. Резко закрутилось так, что всем начало быть очень интересно. Кайлас как-то так нагрянул на всех, что я думал, что это будет информационно как-то неизвестно. А потом в какой-то момент мне даже показалось, что мне вся вселенная помогает, чтобы Кайлас совершился, потому что началась реклама в интернете просто других каких-то путешествий на Кайлас. Именно в тот момент, когда мне нужно было собрать группу. И люди мне начали писать. В горах очень важно, чтобы все были, что не было истеричек. Как с мужчинами, так и с женщинами истерики, они у всех бывают. И так получилось, что наша группа, она очень спокойная. Я вам каждого благодарю, и еще раз также благодарю Роста за то, что он вообще все это смог так быстро организовать. Мне было тоже максимально комфортно. Изначально вообще, конечно, у меня задача была небольшая, сделать так, чтобы все состоялось. Выясняется, что еще, Тибет такая страна специфическая, да, и тут действительно, с точки зрения, сходить в горы можно не так дорого, да? А тут получается, что ценник относительно обычных гор каких-то, да, он такой очень даже премиальный. Кайлас такое место необычное. И где-то краем уха все время слышите легенды, да, о том, как она пускает, не пускает, открывает третий глаз. И я реально действительно верю, что это энергетическая сила, какой-то внутренний выбор, причем не разума, а какой-то духа. И самое главное, мы этот ритм сердца, я думаю, что каждый почувствовал. Даже если не было никаких откровений, осознаний, инсайтов, как минимум каждый почувствовал свое дыхание, и сердце. А дальше с этим опытом, с этой памятью уже можно идти дальше к дальнейшему развитию. Очень хорошее сравнение. Удалось послушать свое сердце и сердце участников других, и свою душу, что она хочет, какие у нее потребности, куда идти. И я думаю, это такой долгий шлейф еще будет, как развиваться, стать лучшей версией себя в будущем. Так что спасибо всем. Сделали все. И спорт, и туризм, и духовную составляющую, душевную составляющую, да, если можно так вместе сказать. А еще, Саш, ты забыл о караоке. Это же это уже квинтэссенция. Караоке — это квинтэссенция вот этого всего. Можно говорить? Конечно. Я вообще оказалась здесь по некой воле судьбы, потому что я выиграла эту поездку на Кайлас. Я рада наблюдать за этими невероятными пейзажами. Горы,
озера, снег, тибетские мастифы, яки, тибетцы. Это просто невероятно. Еще хочу сказать огромное спасибо вам, потому что я на самом деле очень переживала, что я одна женщина здесь среди вас всех мужчин, но на самом деле вы оказались очень добрые, веселые, порядочные, и мне было с вами абсолютно комфортно. Ни дня, ни минуты я не почувствовала себя какой-то ущемленной, либо как-то некомфортно. Саша говорит такой: Оля, следующая книга должна быть, о чем говорят мужчины. Ты побывала с нами, типа. И потом еще кто-то, Коля, наверное, сказал, да. И я такая обхожу вокруг Кайласа, и меня все время не покидают мысли о том, что, боже, да это же невероятная идея. А ты представь. И ты знаешь, и я такая думаю, блин, а как это можно реализовать? А что это можно написать? И я такая, вот, я должна составить какой-нибудь список вопросов, очень глубоких, очень таких интересных, и задать вот каждому из вас, чтобы вы искренне на них ответили. Будет книга называться «О чем говорят мужчины?» и написать «В Тибете одна из 10». И написать «Одна женщина и 10 мужчин». Бам! Вообще. И мы все время говорили всякую ерунду, чушь. У нас там просто какие-то мысли были. Просто. И, знаешь, это без фильтров. Дети, да? Да. И на самом деле, порой как дети, это тоже очень важно, потому что мы здесь тоже своего рода отдыхали. Начну с того, что поездка была абсолютно случайной. Я подошел к Дэну, и что-то пары слов перекинулись. А потом Дэн говорит, что ты не хочешь на Кайлас поехать? Я даже слова такого не слышал. И я как-то очень легко сказал: а давай. И как бы сказал, надо делать. Честно, это было тяжело, поэтому большое спасибо Ростиславу, что он со мной по видео был. Я по магазину ходил с видео и спрашивал, вот это вообще надо брать или нет? Такая моя цель была. Это абстрагироваться от всех вот этих технологических штук, меньше звонков, и у меня получилось 2 недели вообще ни одного бизнес-звонка не сделать. Я просто всем сказал, я занят. И это было здорово. Некоторые дни, когда я вообще не спал, по-моему, 3 или 4 дня, 0 часов сна. И удивительно, что когда ты просыпаешься, вроде ты не спал, должен чувствовать себя разбитым, и днем ты откуда-то берешь энергию и идешь. Сколько там? 12 километров, 20 километров. Это прямо удивительно. Потому что все заряженные, все очень разные, у всех свой удивительный опыт. И то, что у нас получилось вместе его пережить, эти 2 недели не разосраться в прах. Точно. Никто ни разу на 3 буквы. Да. Никого. Даже. Даже. Для меня это была такая медитация в движении. И я ее прям пережил. Спасибо горе, спасибо Кайласу, спасибо команде. Тарелочки. Да ладно, что да. Это же живое интервью. Да? Это же так вот, как оно есть. Считается, что люди, живущие в горах, люди, живущие на море, на островах, люди, живущие в пустыне, это люди, которые отличаются от тех, кто живет в нормальных условиях, в нормальных городах, потому что жить здесь нормальным невозможно. Потому что если ты живешь вот в этом замкнутом пространстве, ты не можешь жить один, ты можешь жить только командой, каким-то обществом. И терпимость, понимание друг друга с полуслова – это то, что отличает тех людей, которые находятся в этих вот замкнутых пространствах. И я увидел, и я заболел. У меня была идея, вот мне интересно стало про Кайлас, я кучу чего всякого читал. И читал даже того же Рериха, ту же Блаватскую, про Шамбалу. И мне интересно было попасть, и у меня был один шанс, потом 2 раз. И вот когда мне Денис предложил 3 раз, я говорю, иду. Причем я даже не там, сразу говорю, есть, иду, все. Опыт получился очень интересный, потому что я шел не один, я шел с сыном. Да. И это было, я был один, это было бы совсем по-другому. Для меня и для него это было какое-то испытание, абсолютно новый прожитый этап каких-то совместных отношений. И если, может быть, я был бы без него, я бы не повернул, но я бы сомневался, а тут я встаю и говорю, так, все, вариантов нету. Он говорит, может, там какую-то лошадь возьмем? Я говорю, лошадь возьмем, вертолет возьмем, мы дойдем. Все. Все были на, скажем там, не на 100, а на 120% самореализовываясь, помогая друг другу, понимая друг друга, не исключая, что мы спустя какое-то время скажем, ребята, давайте пойдем еще раз. Честно признаться, в самом начале было страшно, стрёмно, дискомфортно идти, как только я услышал про идею про Кайлас. Папа позвонил, сказал, мы идем на Кайлас. Окей. Окей, хорошо. Что завтра? Куда завтра? На Луну? Мне самому было дико интересно. Я тоже смотрел кучу документальных фильмов, кучу про это читал, но я не знал, как будет
как я буду себя вести на высоте, на тренажерах, то есть начал тренироваться в этом плане. И, там пару дней потренировался, вот, все супер, я уже там по полчаса на тренажере. Это все порушилось, когда мы начали идти на кору, потому что у меня фитнес на нулевом уровне. Но, опять же, возвращаясь к коннекшена со мной папой, меня, честно говоря, успокаивало. Я его, скорее всего, задолбал за эти 2 дня, какой у тебя пульс каждые 1,5 минуты. Я осознавал, когда он мне говорил свой пульс, особенно на второй день, когда он там со 160-70 упал до 120, меня это успокаивало. И меня это мотивировало идти дальше и, не так сильно переживать. Можно сказать, мы пролетели по кору. Это было легче, чем я думал морально. И опять же, хочу поблагодарить компанию и всех вас за тоже поддержку, тоже ваши истории, за ваш экспириенс. Еще встретимся, пообщаемся и сходим в горы. По завершению, каждого похода так или иначе приходится говорить какое-то слово. Выглядит таким образом, что всегда говоришь разные вещи. Подмечаешь для себя абсолютно какие-то особенные нюансы, которых не было раньше. В этом смысле я завидую каждому из вас, что когда вы любовались горами, я любовался вами. Вы те люди, которые дарят мне те эмоции, которые раньше я мог получать только в горах и смотря на горы, И это то, что я чувствую по завершении каждого похода. Что с каждым я знаком какую-то свою особенную вечность. Как почти все ко мне подходили, либо когда я спрашивал, вы что-то говорили мне такое, и я делал для себя небольшую заметочку. Заметил хорошо Колин стресс, когда он, не поев риса, убежал в туалеты. Периодически я замечал беспокойство Александра. Периодически я замечал молчание Оли, такое вопросительное молчание Оли. Переживание Макса, потому что Макс тоже со мной делился, подходил. Очень пристально наблюдал за Антоном, потому что я был с ним уже в одном походе, и мне хотелось повнимательнее за ним наблюдать. То есть такие моменты. Поэтому, я думаю, путешествие получилось таким, каким должно было быть. Я надеюсь, что я выполнил свою роль гида на уровне нормально и хорошо. Чуть выше меня. Итак, начнем с... Ага, тут уже обогнали. Я тут только нашел Жана и сразу же Ольга. А вообще... Ольга, поздравляю тебя. Спасибо. Пока не доставайте ничего, подождите. Так, Жан. Спасибо. Макс, Ян, Антон. Держи. Александр, Дэн. Благодарю. И Николай. Держите. Тяжеленькая. Роман у нас здесь. Сертификаты за вашу кору, которую вы успешно прошли, а также медальки, памятные медали, чтобы они у вас были на каком-то медном месте, и вы вспоминали их с улыбкой на лице. Классный лайфхак, как я сделал после Арарата. Новый. Рамочку красивую. Слушай, классная какая. Смотри, здесь прям все очень все Как марафон. И матрица, завершением и кайлас, и вот эти... Давайте, Ура! Блин, вообще на самом деле вот такие вот мероприятия, они остаются же на всю жизнь. И еще, представляете, то, что мы сейчас получили эмоции, выйдет фильм. И вы когда будете его смотреть, вы будете плакать. Я вам обещаю. Потом все доходят до тренера. Сузан, молодец. Спасибо. Мы тебя не помню, как. Теперь можем друг друга поздравить. Сейчас все круть вперед. Да. После твоих объятий. Сейчас не будет ничего серьезного. Не сдерживая вообще какие-то условностями, рассказал, как у тебя получилось поехать, как вообще произошло, как ты решилась поехать. Посмотри на меня, не молчи. У меня сердце остановилось, говорит, остановилось. Говорит, ты развернулся на другую сторону, и дальше храпеть начал. А я конюли вставил в нос. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощание рекой. Чаепитие по-тибетски. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется
после меня. Это все, что возьму я с собой. Две мечты до печали стакан. Мы воскреснув допили до дна. Я не знаю, зачем тебе там. Правит мною дорога луна. И не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай.